Всем привет, меня зовут Ева Коштур, и я рада приветствовать всех стареньких и новеньких на моем YouTube-канале. Сегодня я хочу затронуть очень болезненную тему, которая беспокоит как мастеров, так и клиентов, которые делают наращивание волос. И речь пойдет о проблемах, которые возникают, так сказать, в процессе эксплуатации наращивания. В первую очередь я хочу затронуть сползание капсул, их причины, да, и последствия. Так сказать, виновником того, что капсула сползает, может быть как мастер, так и клиент. И давайте пойдем по порядку. Если при капсуляции были допущены ошибки, такие как недостаточное количество кератина, неровные границы капсулы сверху и снизу, если при формировании уже капсулы на голове клиента капсула не герметична, с затеками, там еще с чем-то, да, это может провоцировать сползание. Мы сейчас не говорим про отрывание, сползание капсулы. Все это может стать причиной. Если мастер все эти моменты учитывает, тогда мы уже переходим, так сказать, к клиенту, да, и начинаем искать проблему там. Я всегда, кстати, за то, чтобы проблема была найдена, чтобы не виновник был найден, а именно проблема, чтобы ее, так сказать, искоренить и чтобы впредь этого не повторялось. Если клиент использует шампуни, кондиционеры, маски, ампулы с высоким содержанием масел, силиконов и прочим на прикорневой зоне, это провоцирует сползание. Все эти вещества размягчают кератиновую капсулу, и достаточно быстро капсула начинает сползать. Следующая причина – это недостаточная подготовка волос перед наращиванием. Если перед наращиванием волосы не были промыты хорошо шампунем глубокой очистки, если с прикорневой зоны волос не был смыт липидный слой, который у нас склеивает чешуйки, да, образуя гладкую поверхность волоса, в этом случае тоже может спровоцироваться сползание капсул. Поэтому для того, чтобы капсула хорошо держалась на волосах, нам нужно раскрыть чешуйчатый слой, чтобы волосы стали как елочка, чтобы все чешуйки приоткрылись, вот этого липидного слоя не было, и тогда уже капсула у нас очень плотно сядет на волосах. Бывают моменты, когда клиент говорит: я дома все помыла, все сделала, давай наращивать. И если вы не доверяете тому шампуню, который использовал клиент, лучше клиента перед процедурой помыть своим же шампунем глубокой очистки. Бывает такое, что клиенты наращивают волосы очень давно, они знают, какой шампунь нужно использовать, они действительно не используют кондиционер перед походом к парикмахеру, да, именно в день наращивания. Тогда да, возможно такое, что можно нарастить волосы после того, как клиент помыл голову дома, но только если вы абсолютно уверены, что он помыл тем, чем надо. Следующая проблема, с которой могут столкнуться как мастера, так и клиенты, это колтуны. И тут давайте мы разберемся с вами поподробнее. Для примера я возьму вот такой хвостик и на нем постараюсь объяснить, почему образуются колтуны. Все наши волосы покрыты чешуйчатым слоем, как рыба чешуей. То есть все чешуйки накладываются друг на друга и плотно прилегают друг к другу. И вот когда они все направлены в одну сторону, у нас хвостик гладкий, блестящий, не путается, и с ним все хорошо. Но достаточно, чтобы в этом хвосте появилось с десяток перевернутых волосков, у которых чешуйки будут направлены наверх. Тут же волосы начнут путаться. Достаточно вот такого движения, да, и в местах, где есть перевертыши, будет тут же собираться путаница вот такая. То есть волосы начнут цепляться друг на друга, образовывать петли. А теперь это такая предыстория, да, а теперь мы возвращаемся к участку, где у нас капсула, да, и в основном колтуны, не в основном, а практически всегда начинаются выше капсулы, да, вот если мы возьмем, что вот это вот у нас будет капсулка, да, а вот все, что выше, волоски клиента, да, мы же вот волосы клиента, к ним цепляем капсулу, дальше у нас идут уже и волосы клиента, и донорские волосы.
Когда волосок отрывается, что происходит? Этот волосок под силой тяжести от расчесок, да, когда расчесываем, он меняет свое направление. То есть буквально вот эта вот макушечка у волоса, она переворачивается. И происходит как раз такой микроперевертыш, который начинает в геометрической прогрессии на себя цеплять все волосы вокруг. Соответственно, из этого делаем вывод, что если у нас отрываются волоски, это провоцирует колтуны, особенно если волосы пористые. Поэтому при наращивании мастеру нужно очень внимательно заботиться о том, чтобы соблюдать направление роста волос при оттяжке. То есть у нас, если где-то в каком-то участке волосы растут не вниз, да, куда-то в сторону, вот при наращивании мы эту оттяжку делаем ровно по росту волос, потому что если мы насильно поменяем направление роста волос, да, и нарастим вниз, ну, во-первых, такая капсула будет более заметна, а во-вторых, это может спровоцировать именно отрывание, насильное отрывание волосков. Соответственно, это больше спровоцирует и колтуны, и отрыв пряди, что еще страшнее. Так или иначе, даже если мы очень тщательно ухаживаем за волосами, там все аккуратненько расчесываем, часть волос у нас все равно выпадает, так или иначе. И разницы по большому счету для колтуна нет. Волос выпал сам, либо он насильно как-то оторвался. Поэтому, то есть какое-то небольшое количество волосков, когда у нас выпало, при отрастании может провоцировать возникновение колтунов. И чем дольше человек носит волосы, чем дольше клиент не приходит на коррекцию, тем больше вероятности возникновения колтунов. Поэтому следующая причина возникновения колтунов – это не вовремя сделанная коррекция. То есть все причины у нас складываются от отрыва волосков, насильного отрыва волосков, и чем этих волосков оторвалось больше, тем больше вероятность возникновения колтуна. Это использование неправильной расчески. То есть грубая расческа с жесткими зубцами, с большими шариками на концах, то есть все то, что может спровоцировать отрывание вот этих волосков на прикорневой зоне, будет провоцировать колтуны. Поэтому используем мягкие расчески с мягкими зубчиками. И я всегда рекомендую Tangle Teezer. Если у вас возможность есть приобрести эту расческу, то пользуйтесь только ей. Не используйте ничего другого. Следующая причина – это расчесывание мокрых волос. Часто клиенты, может быть, по забывчивости, либо мастер не проконсультировал, начинают мокрые волосы расчесывать, начиная с прикорневой зоны, продвигаясь вниз, тут что-то запуталось, начинают это все насильно расчесывать, тем самым давая огромную нагрузку на прикорневую зону и отрывая те же самые волоски, а иногда и целые пряди. Поэтому волосы сначала подсушиваем, да, волосы подсушили феном и начинаем мягкой расческой с мягкими зубчиками расчесывать, начиная с концов, продвигаясь вверх и при этом придерживая волосы у прикорневой зоны. Вот мы вот так вот придерживаем и начиная от сих выше, выше, выше расчесываемся. Следующая причина, она самая, мне кажется, распространенная и болезненная, это высокие хвосты, вот как у меня. То есть если бы у меня были нарощенные волосы, и я ходила бы с таким хвостом, то, скорее всего, большая часть волос у меня бы уже оторвалась. Поэтому тугие хвосты также провоцируют отрыв волосков. И я клиентам всегда это показываю наглядно. Прямо на их голове выделяю толстую прядь, достаточно толстую, и показываем, что ваши волосы, вот они сбоку растут, да, и я им говорю, вот ваши волосы растут вниз. Я вот здесь внизу фиксирую капсулу, то есть я вот прям такую большую прядку выделяю, им показываю. Я говорю, эта капсула у нас, эта прядь подвижная, да, она может двигаться туда-сюда, она нигде не тянет. Но как только вы начинаете делать тугой хвост, вся нагрузка уходит вот на эти нижние волоски. И чем туже хвостик, тем больше шансов, что эти волоски оторвутся.
И эти волоски оторвались, происходит то же самое, опять натянули, опять оторвалось. Это на самом деле проблема еще больше, да, точнее не такая страшная проблема, как отрыв волосков. Вот. Есть клиенты, которые действительно ну, носят достаточно не то чтобы неаккуратно, а скорее всего у этих людей порог чувствительности такой, что они боли просто не чувствуют, да, есть вот клиенты, ты им потянул волосок, они, ай-яй-яй, уже больно, а есть клиенты, которые действительно, ну, не чувствуют вот этой боли, и для них они не замечают, в какой момент они могут, так сказать, самим себе навредить. Я, кстати, тоже являюсь из этих клиентов, мне не больно. Что бы мне ни делали, мне практически никогда не больно, поэтому тут нужно быть просто внимательным и контролировать себя. То есть аккуратненько очень с волосами обходиться. Ну и такой еще совет напоследок тоже клиентам, я своим рекомендую, и тем, кто смотрит это видео, я тоже рекомендую принять к сведению данный совет. Примерно через 2-3 недели после наращивания начинайте, так сказать, перебирать прядки. Появилось у вас время в пробке, стоите, телевизор смотрите, отдыхаете, руку засунули в голову и каждую прядку перебрали, чтобы она была отдельно. И если где-то у вас началось какое-то спутывание в самом начале, да, вы можете легко это сделать просто пальчиками, аккуратно разъединив эти волоски. И делать это нужно каждый день. Вот кто это делает, аккуратненько перебрали, 2 минуты делов. Аккуратно перебрали, и все, никаких колтунов у вас никогда не будет. Следующая проблема, которая возникает при наращивании, это петли. В своем предыдущем прямом эфире я немного затронула эту тему, и сейчас повторюсь, что причин возникновения петель, ну, как минимум 2. Первое – это неравномерный рост волос по всей голове, когда часть волос находится в стадии покоя и не растет. Да, то есть, а другая часть волос растет. И что происходит? То есть мы нарастили прядку, мы надеемся, что она у нас вся равномерно отрастет, но так как часть волос у нас не растет, находится в стадии покоя, происходит все это следующим образом. То есть мы здесь нарастили, часть волос выросла, а часть осталась той же самой длины, и у нас получилась петля. И так как это все-таки происходит не на отдельном каком-то участке, а практически по всей голове, то такая ситуация будет по всей голове, да, чтобы нам понять причину, мы должны вот эти моменты отслеживать, да, то есть если у нас по всей голове петли, то, скорее всего, у клиента неравномерный рост волос. Если же такая ситуация только на зоне макушки, да, вот здесь сверху, это говорит о том, что клиент использует грубую расческу. Первое. Второе, ну, при использовании грубой расчески, скорее всего, волос просто оторвется, но плюс еще размягченная капсула, то есть это, возможно, сон с мокрой головой, это, возможно, купание в бассейне вот с такой гулькой, когда волосы намокли и не высохли, то есть это тоже размягчает кератиновую капсулу, то есть использование масок на прикорневую зону, каких-то шампуней неподходящих, размягчили капсулу, используем грубую расческу, и у нас при расчесывании, да, мы просто вытягиваем часть волосков из капсулы. Но, скорее всего, тут еще и будет провоцироваться сползание. Ну, вот такие основные моменты мы с вами сегодня затронули. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Так что обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Я всегда отвечаю, стараюсь отвечать на все вопросы. Ну или просто, если вы мне пишете спасибо, то всегда ставлю лайк. Я читаю все комментарии. А также приходите в мой инстаграм, вот он здесь. Там я часто рассказываю о своей жизни в Америке и показываю свои работы. Также делюсь какими-то небольшими секретами и анонсами на обучение и прочее. Кстати, да, я готовлю онлайн обучение. Не всегда хватает времени, как всегда, но я надеюсь, что скоро обязательно выпущу свой обучающий курс, где я затрону абсолютно все сферы, с которыми мы соприкасаемся при работе с наращиванием волос, начиная от окрашивания, заканчивая там химией и всем остальным. Ну, короче, все. Планирую очень-очень большой проект.
До встречи, друзья!